Приветствую вас, уважаемые зрители! Снова у нас видео, посвященное матчам сборной Армении. Впереди товарищеские встречи со Словенией и Казахстаном. Напомню, что 4 июня в 20:00 по ереванскому времени мы встретимся со Словенией в гостях. На секундочку, участница Евро-24. А 7 июня в 20:00 с Казахстаном в Ереване. Александр Петраков уже огласил список приглашенных футболистов, и там есть новые, весьма неожиданные имена. Прежде чем приступить к изучению этого списка, настоятельно прошу вас подписаться на меня и поставить лайк этому видео. Вам ничего не стоит, а для меня это единственная мотивация дальше развивать канал. Заодно отмечу, что в ближайшее время, как появится возможность, обязательно сделаю выпуск об итогах минувшего чемпионата Армении. Расскажу, какие клубы прибавили, а какие сделали шаг назад. Обсудим, чего ждать от них в новом сезоне и какие перспективы в Еврокубках. Так что обязательно подпишитесь, если еще не сделали этого, чтобы не пропустить этот выпуск. Итак, перед тем, как назвать имена приглашенных, укажу, кто не попал в этот список и по каким причинам. Как пояснил Александр Петраков, из-за травм к сборной не присоединятся Грант Леон Ранос, Андре Кализер, Нарек Григорян и Угачуку Иву. Лукаса Селараяна мы также не увидим в предстоящих матчах. У него проблемы с паспортом, для решения которых Лукасу нужно ехать в Аргентину во время матча национальной команды. Отдельно отмечу, что приглашение получил Саркис Адамян, но он сообщил тренерскому штабу, что не может присоединиться к команде, сославшись на то, что подготовительный период второй Бундеслиги начинается раньше, и ему нужна возможность отдохнуть. С учетом принципиальности Петракова есть сомнение, что Адамян в будущем еще появится в сборной. Также не будет Норберто Балекяна, поскольку у его клуба есть матч 2 июня, то есть всего за сутки до матча со Словенией, куда лететь из столицы Аргентины больше суток. А вот кто попал в список тех, кто полетит в Словению на матч 4 июня. Как обычно, вратари Огня Чанчаревич из НУА, Арсен Бегларян из Арарат Армении и Станислав Бучнев из Пюника. Честно говоря, на вратарскую линию уже даже скучно смотреть. Если первый номер в лице Чанчаревича не вызывает вопросов, то вместо Бегларяна или Бучнева можно было позвать кого-то из молодых вратарей. Матчи-то товарищеские, что мы теряем? Но Петраков считает иначе. А вот в защите есть таки новое имя, и весьма интересное. Речь идет об Андронике Акопяне из юношеской команды Валенсии. 18-летний Андроник родился в муниципалитете Седави в провинции Валенсия. Является воспитанником клуба Эльче. Вместе с юношеской командой этого клуба он в 23 году стал победителем регионального чемпионата Валенсии. Заприметив талантливого защитника, его заманила к себе более статусная Валенсия, где он пока выступает за юношескую команду до 19 лет. Акопян считается физически сильным и быстрым футболистом. Основная позиция – центральный защитник, но может сместиться и на фланге при необходимости. Регалий у юного футболиста пока немного. Но ведь и Георгия Арутюняна никто толком не знал, пока Петраков не вызвал его из юношеской команды Краснодара, так что надеемся, в лице Акопяна у нас будет еще один многообещающий талант. Также свое первое приглашение в главную сборную получил 20-летний центральный защитник Эрик Симонян из Урарту. Начало сезона он провел в аренде в БКМА. После зимней паузы вернулся в Урарту и к концу сезона стал основным центральным защитником в паре с Эриком Пилояном. Не сказать, что Урарту в защите выглядит уверенно. Неопытный Симонян пока набивает шишки через ошибки, что стоило его клубу медали чемпионата. Скорее всего, приглашение этого футболиста является авансом от тренерского штаба, чтобы футболист почувствовал уверенность и начал прогрессировать еще большими шагами. Хотя Петраков может удивить и здесь. Остальные имена в защите нам всем знакомы. Варазат Харуян вполне уверенно выглядит в китайском Циндао West Coast, имеет постоянную игровую практику. Наир Тикнезян пропустил конец чемпионата России из-за повреждения мышц бедра, но защитник Локомотива в целом провел успешный сезон и есть шанс, что его захотят получить клубы из более сильных чемпионатов. Георгий Арутюнян из Краснодара с приходом Мурада Мусаева прочно сел на скамейку запасных. Однако его ближайший конкурент в центре защиты Хуниор Алонсо летом перейдет в бразильскую Атлетико Минейро, так что возможно в новом сезоне мы его начнем чаще видеть в основе. Если нет, ему определенно стоит хотя бы через аренду поменять клуб. Степа Макарчан пока только ищет себя в хорватском Осиеке, появляясь в основном на поле через замены в концовках матча. Однако не забываем, что в Хорватии сильнейшая система подготовки молодых футболистов, и ждем от Степы ощутимого прогресса. Камо Ванесян был одним из лучших фланговых защитников в весенней части сезона в чемпионате Армении. 31-летний футболист
является одним из ключевых фигур в команде Вартана Минасяна и по-прежнему способен приносить пользу национальной команде. Недавний товарищеский матч Чехии тому подтверждение. Конкурентом ему на позиции правого защитника является Давид Давидян из Пюника. В 31 матче в чемпионате Армении у него 1 гол и аж 7 голевых передач. На левом фланге защиты конкуренцию Текнезяну составит Эдгар Григорян из Арарат Армении, который дебютировал в мартовской встрече с Чехией. Ну и еще один молодой центральный защитник из чемпионата Армении Сергей Мурадян, выступающий за Нуа. В полузащите тоже есть приятное обновление. Речь о Горе Манвеляне, молодом полузащитнике Нуа. Манвелян родился в Армении, в Степанакерте, но еще ребенком вместе с родителями переехал во Францию, где и получил футбольное образование, пройдя через все возрастные категории Нанта. Часто привлекался к тренировкам основного состава, но не получив там шанса проявить себя, в начале этого сезона перешел в амбициозный Нуа, который занял 2-е место в чемпионате Армении и заслужил право участвовать в Лиге конференции. Гор выступает на позиции под нападающим, у него отличное ведение поля, тонкие пасы и гениальное исполнение штрафных. Эдуард Спиртян закончил очередной сезон российской премьер-лиги в официальном статусе лучшего полузащитника сезона, попутно завоевав серебряные медали. Однако, несмотря на вполне удачный сезон, нет ощущения, что он сделал шаг вперед в игре по сравнению с предыдущим сезоном. Слухи активно сватывают его в Дортмундскую Боруссию, на место ушедшей легенды шмелей Марко Ройса. Очень надеюсь, что этот переход состоится. Эдгар Севикян на этот раз приехал в сборную в статусе чемпиона Венгрии в составе Ференцварожа. Его уже бывший клубный наставник Деян Станкович теперь возглавляет «Спартак». И, возможно, это неплохой знак для нашего Эдгара, ведь Станкович уделял ему слишком мало времени на поле. Ваган Бичахчан провел солидный сезон в Польше. В 40 матчах за Погонь он забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. Его клуб не попал в Еврокубки на следующий сезон и испытывает финансовые трудности. Ваган – один из самых дорогих активов клуба, поэтому вполне возможно, что летом он сменит клубную прописку, а может и чемпионат. Тигран Аванесян под конец сезона в России стал получать больше игровой практики, но, к сожалению, его Балтика вылетела в первую лигу. Пока нет информации, что он сменит клуб. Хочется верить, что он понадобится кому-то из клуба высшей лиги, так как опорных полузащитников формата Аванесяна у нас по сути нет, только один Иву, да и тот в лазарете. Ованес Арутюнян, принадлежащий Сочи, довольно успешно закончил сезон в аренде в Пюнике, помог своему родному клубу снова завоевать чемпионство. Артак Дашьян, капитан и символ нынешнего Пюника, также провел успешный сезон. Однако известно, что он поменяет свежеиспеченного чемпиона на богатый и амбициозный Нуа. Понять Артака можно. Ему уже 34 года и отказываться от щедрого предложения глупо. Тем более Нуа действительно интересный проект. А для его нового клуба это возможность разбавить качественных легионеров классным армянским футболистам. Ну и последним представителем Пюника в списке приглашенных футболистов является полузащитник Соломон Удо. Нигерийский полузащитник после не самого успешного вояжа в Казахстан вновь обрел отличную форму в чемпионате Армении. В качестве фланговых полузащитников приглашены два молодых таланта из Арарата Армении – Жиряр Шагуян и Артур Серопян. Во многом они похожи. Оба техничны, молоды, могут выступать как на флангах полузащиты, так и в нападении. Оба недавно вернулись из аренд в Болгарии и Португалии, где не смогли себя проявить как следует. Но Вартан Минасян нашел ключи к реанимации их карьеры. Ну, либо наш чемпионат слабый. В любом случае, они ярко проявили себя весной в составе Арарата Армении, особенно это касается Шагуяна. И, наконец, в нападении у нас всего две имени. Один вы знаете, это лучший бомбардир минувшего сезона с 23 голами Артур Миронян. Он в превосходной форме и его вызов абсолютно логичен. А вот вторая фамилия мало знакома неискушенным болельщикам. Речь о 22-летнем футболисте Урарту Геворге Тарахчане. В этом сезоне он стал одним из основных футболистов в своем клубе. В 30 матчах забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Пусть не самая внушительная статистика вас не удивляет. Геворг часто играет на позиции оттянутого или флангового нападающего. Он небольшого роста, быстрый, довольно техничный и всегда до конца выкладывается на поле, отдавая всего себя игре. Из минусов у него пока плохая реализация и он часто увлекается дриблингом и теряет мяч. Но думаю, в основной сборной у него нет пока такого авторитета, чтобы не пасовать на более статусных партнеров. Будет интересно последить за ним на более высоком уровне. Думаю, тренерский штаб обязательно даст ему шанс. Как видите, наша заявка хоть и выглядит на бумаге слабее привычного из-за большого количества потерь основных футболистов, но зато еще более интересной, ведь будет возможность посмотреть на молодых дебютантов.
Говоря о тактике и составе на ближайший матч со Словенией, думаю, Петраков опять выберет излюбленную тактику 5-4-1. Вратарем снова будет Чанчаревич, справа в защите Дощан, слева Текнезян, в центре Харутюнян Харуян и дебютант Акопян из Валенсии, в центре полузащиты Тигран Аванесян и Эдуард Спиртян, на правом фланге Эдгар Севикян, на левом Шагуян, в центре нападения Миронян. Если говорить о результатах предстоящих матчей, думаю, в Словении мы уступим со счетом 3-1, а вот дома вполне можем победить крепкий Казахстан, ставлю на счет 2-1 в нашу пользу. Пишите о своих вариантах состава и исхода на эти матчи. Поддержите меня лайком и подпиской, чтобы я дошел до отметки в 10 тысяч зрителей. А я и дальше буду стараться делать для вас интересные выпуски. До новых встреч!